Задачи прочитать контекст и выбирайте правильное предложение, которое лучше всего подходит в данном контексте, in the given context. So read the context and choose the sentence that best fits in the given context. As simple as that. Довольно простая задача, но таким образом вы уже начнете думать про грамматику в контексте. You think of grammar in real life context, and that's the plan. Perfect. Готовы. So let's get started. Начинаем с первого контекста. With the first context for today. Let's do it. Вы поссорились с близким другом. Типичная жизненная ситуация. Во время ссоры вы сказали что-то резкое, обидное, как обычно бывает. Сейчас вы понимаете, что не стоило этого говорить. И вам очень жаль. Но момент уже упущен, уже сказано. Какое из этих предложений лучше всего использовать в таком контексте? У нас 4 варианта. Читаем внимательно и пишем цифры в комментариях. Затем будет объяснение. I wish to not say that, the second. I wish I did not say that, the third. I wish I hadn't said that, the fourth. I wish I haven't said that. И хотел добавить, что очень важно писать то, что вы реально думаете. Очень важно не читать комментарии, то, что кто-то пишет. Именно ваше мнение, потому что когда вы ошибаетесь, легче воспринимать и закрепить знания, когда будет объяснение. Поэтому не смотрим то, что кто пишет, читаем и пишем свое собственное мнение. Как вы бы сказали, представьте, что у вас такая реальная жизненная ситуация. So write your numbers in the comments. We have a lot of 3s and 4s. Многие выбирают 3, 4, 3, 4, 3, 4 в основном. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Okay. Кто-то пишет, I remember you were explaining that in your short videos. I did do that, I guess. Okay. Я читаю комментарии. Okay, we have a lot of 2s as well. Okay, еще пару секунд, еще 5 секунд. 5 more seconds. Окей. Успели все написать вроде. Тут правильный ответ я объясню позже. Правильный ответ это I wish I hadn't said that. I wish I hadn't said that. Я чуть позже объясню, но давайте сразу второй вопрос. Есть причина, почему я так решил поступить. Сразу же второй вопрос. Читаем. Вы живете далеко от работы и каждый день тратите 1,5 часа в одну сторону. Типичная реальная жизненная ситуация. Вы устали от постоянных поездок и обсуждаете это с коллегой. Речь идет о постоянной реальности в вашей жизни. Какое из этих предложений вы могли бы использовать в таком контексте? The first, I wish to live closer to the office. Второй, I wish I lived closer to the office. Третий, I wish I live closer to the office. Четвертый, I wish I had lived closer to the office. Теперь выбираем правильный ответ в этом случае. Choose the correct answer here as well. Еще раз пишем то, что мы реально сами думаем, не то, что кто-то пишет в чате. Ждем, let's wait. Сейчас будет объяснение, но сначала пишите свой вариант. Write your what you think is the correct answer. Okay, еще пару секунд. 10 more seconds. 10 more seconds. Five more seconds. Five more seconds. Okay, and time's up. Многие из вас правильно ответили. Вы, скорее всего, уже смотрели мои короткие видео, верно? Of course, the correct answer is I wish I lived closer to the office. Но в русском эти предложения получается, если перевести смысленно, то есть жаль, что
то есть мне жаль, что я это сказал. I wish I hadn't said that. Мне жаль, что я это сказал. Или хотелось бы, чтобы я это не сказал, если привести смысленно. А тут будет жаль, что я живу так далеко от работы. Или жаль, что я живу не рядом с офисом. Если смысленно, или хотелось бы я жить рядом с офисом. Если заметили, перевод очень похожий, но в английском есть такой важный нюанс, как раз мы разберем с вами. Но сначала я хотел бы показать вам слово wish. Я помню, сделал короткое видео про wish, и многие мне пишут, что как слово wish может означать жаль. Потому что они привыкли к тому, что wish это про пожелание. Я тебе желаю a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas. Мы все знаем. Короткое объяснение сейчас. Во-первых, wish мы можем использовать в 5 разных контекстах. In 5 different contexts. Это wish to, и wish you, и wish plus past simple, и wish plus past perfect. Еще wish plus would. Но чтобы не было слишком много информации сегодня, я не трону wish plus would. У нас будет в основном wish to, wish you, wish past simple, wish past perfect. Для понимания покажу вам короткий пример. У нас будет много практических заданий дальше, но хотел коротко объяснить. I wish to speak to the boss. В этом случае, когда мы говорим I wish to do something, означает я желаю говорить с боссом. То есть по факту в этом случае означает I want to speak to the boss. То есть везде, где есть I wish to, просто означает I want to. I wish to speak to Jerry, I want to speak to Jerry. I wish to move abroad, I want to move abroad. То есть I wish to означает I want to. Но очень важно, wish to. Сразу идет глагол в инфинитиве. Wish to go, wish to see, wish to call и так далее. Но дальше идет у нас wish, когда сразу после wish идет у нас не инфинитив, а пожелание. В этом случае мы уже говорим про наши пожелания. Например, например, на Новый год, на день рождения, на свадьбе, я тебе желаю успех в экзаменах. I wish you success in your exams. В этом случае это уже мои пожелания для вас. I wish, обычно в таких случаях после wish идет у нас кого или кому пожелаем, затем что пожелаем. I wish you success. I wish you health. I wish you prosperity, желаю тебе процветания. I wish you progress, желаю тебе прогресс. Сразу после I wish you идет у нас пожелание. Как тут I wish you success. И ниже, в этом случае, he wishes to speak English more fluently. Как заметили, тут у нас идет уже не инфинитив, а глагол в прошедшей форме. Он he wishes he spoke English more fluently. То есть, если смысленно привести, получается, он хотел бы или хотелось бы говорить по-английски свободнее или беглее, like more fluently. В этом случае это уже wish plus past simple. Когда мы говорим, мы как бы сожалеем о настоящей ситуации, о том, что то есть сейчас нам невозможно это изменить. Я не могу это изменить сейчас. В таких случаях мы говорим I wish или he. В этом случае это он, не я, или я. He wishes и ситуация, которую сейчас невозможно изменить. Будет понятнее в контексте, не переживайте. Поэтому he wishes he spoke English more fluently. Он хотел бы, или хотелось бы говорить лучше, беглее, свободнее на английском. Но когда речь идет о прошлом, как тут у нас прошедшая форма, но речь вообще о прошлом не идет. Это про настоящее, иногда даже про будущую ситуацию. Совсем не про прошлое. Очень важно. Но когда речь идет о прошлом, в таком случае мы говорим she wishes, she. У нас идет уже не past simple, а past perfect. Для тех, кто не знает, что такое past perfect, на всякий случай, past perfect это когда у нас идет глагол had и смысловой глагол в третьей форме. Например, had seen, had gone, had studied, had called. Это и есть past perfect. И в нашем случае, когда речь идет о прошлом, мы говорим I wish I had, например, called you yesterday. Жаль, что я тебе не звонил вчера.
Или я сожалею, что я тебе вчера не звонил. Или хотелось бы я вчера тебе звонил. So it means, в этом случае речь идет о прошлом. Но без had, тут у нас, как заметили, тут у нас, я выделяю на всякий случай, I'm going to highlight that just to be sure. Это past perfect, но если бы у нас, например, I wish I had his number, тут у нас уже past simple, не past perfect, как заметили. В этом случае, представьте ситуацию, я стою, я пришел к другу домой, но не могу ему звонить, потому что потерял его номер. Я стою и думаю, жаль, что у меня нет его номера. Сейчас нет его номера. I wish I had his number. Конечно, в контексте все будет понятнее, но что нужно знать сейчас? Что есть четыре случая, мы рассмотрим использование слова wish. Когда wish to, я желаю с кем-то говорить. Wish you success, я тебе желаю, мои пожелания для вас это успех. I wish you success in your exams. He wishes to speak English. Он хотел бы говорить по-английски беглее или more fluently, или он сожалеет, что он не говорит по-английски fluently. И последний, she wishes she had studied harder for the exam. То есть у нее был экзамен, она плохо подготовилась к экзамену, сейчас сожалеет. Как раз в этом случае речь идет о прошлом, экзамен уже все, прошел экзамен, она не сдала, она проваливала экзамен, она сожалеет об этом. А в этом случае он сейчас не говорит по-английски, и хотелось бы он говорил по-английски more fluently, беглее. Если коротко, поэтому обратно к нашему let's go back to our exercises. Вот у нас был такой пример. We had an example like this. Вы поссорились с близким другом. Вы уже поссорились. Ты уже это сказал. Ты уже сожалеешь, как бы ты сожалеешь о том, что ты ему сказал. В этом случае would say, I wish I hadn't said that. Можно по-разному это перевести. Можно перевести как мне очень жаль, что я это сказал. I wish I hadn't said that. Часто мне вопрос задают, как можно сказать жаль? То есть, мне жаль, что я это сказал, а в английском отрицание. То есть в русском, мне жаль, что я это сказал, как будто без отрицания. А в английском, I wish I hadn't said that. Но если по-другому перевести, будет понятнее. Можно еще перевести как хотелось бы, чтобы я это не сказал. In this case, it becomes clear. Но почему слово «жаль» без отрицания? Я всегда так объясняю студентам. Слово «жаль» в русском уже передает негативный оттенок. Он как раз та негативность, которая нужна, как бы отрицание, который придает негативный оттенок, уже есть в этом слове «жаль». So, жаль, что я это сказал. In English would say, I wish I hadn't said that. И в этом случае уже не о прошлом. Если тут был про прошлое, я это сказал и сожалею сейчас об этом. А в нашем случае я все еще живу в этом месте. Он очень далеко от работы. Заметьте, что уже тут просто lived. I wish I lived closer to the office. То есть хотелось бы жить рядом с офисом, или жаль, что я живу не рядом с офисом. Если коротко, вот что вам пока нужно знать. А в контексте будут ошибки, и будет объяснение, и все будет понятно всем. Насколько это пока вам понятно? Please write a plus. Please write a plus. Если пока понятно, сейчас у нас будет еще 10 вопросов. Я решил коротко объяснить, и затем продолжим с вами с вопросами, with the questions. Right, okay. Plus, minus. I see, okay. Будет контекст. В контексте все всегда будет понятно. Многим понятно, есть те, кому ничего страшного, это нормально. Особенно, если у вас уровень A2, A1, это абсолютно нормально. Увидим еще больше контекст, все будет понятно. И в конце можно будет вопрос задавать. Оставляем все вопросы, то есть наконец, the end of the webinar. Я отвечу на все ваши вопросы, но в конце, the end of the webinar, okay? Пока понятно. Окей, еще раз. Когда речь идет о прошлом,
Мы говорим I wish I had, например. Например, хочу сказать, что жаль, что мы не купили тот дом. Жаль, что мы не купили. Would say, I wish we had bought that house. Мы не купили. Вот had bought. Это past perfect. Говорит о прошлом. По-другому можно сказать. Хотелось бы, чтобы мы купили тот дом год назад. Путается в голове. Не переживайте. В контексте будет, и все будет понятно. I wish we had bought that house. В этом случае речь идет о прошлом. I wish I had a house. В этом случае речь идет о настоящем. У меня сейчас нет своего дома. Я живу у друга, например. Я говорю, хотелось бы иметь свой дом. Или жаль, что у меня нет своего дома. В русском можно таким образом и так сказать. Смысл абсолютно одинаковый. А в английском мы скажем I wish I had a house. I wish I had a house. And let's see. Okay, don't worry, we'll have context. Let's see more examples. Сейчас будет дополнительные упражнения. Мы продолжим, и объяснение будет в контексте уже нашего задания. Вот третье задание. Сейчас читаем внимательно. Пишем свой вариант в комментариях. Вопрос, речь идет о настоящем или о прошлом. Вы встречаетесь с другом, который не поступил в университет, о котором давно мечтал. Он не поступил. Он говорит, что в прошлом году не готовился достаточно серьезно к экзаменам и теперь жалеет об этом. Что он, скорее всего, скажет в таком контексте? Пишем свой вариант в комментариях. Ждем. Очень важно, пишите именно свое собственное мнение. Не то, что кто-то пишет. Очень важно, ребята. Я просто вижу слишком одинаковые цифры. Окей. Еще 5 секунд. A couple more seconds. Obviously 3. Okay. Obviously 3. То есть у нас было 3 варианта. I wish I studied harder for the exams. I wish to study harder for the exams. И I wish I had studied harder for the exams. Let's see. Молодцы, ребята. Вообще ни одной ошибки. Not a single mistake. Вы прямо молодцы. После объяснения всем уже все понятно. Отлично. Я пока вижу только одну ошибку. One mistake. Правильный ответ. I wish I had studied harder for the exams. Теперь у меня второй вопрос к вам. Мне просто интересно, как вы, носители русского языка, перевели бы эту фразу. I wish I had studied harder for the exams. Пишем в комментариях, как вы бы перевели this sentence to Russian. Мне интересно. I'd like to see your translation of this sentence to Russian. I wish I had studied harder for the exams. Right. Ждем. Я жалею, что я не готовился к экзаменам усерднее. Мне стоило бы... я жалею, что не готовился. Жаль, что я не учился усердно. Мне жаль, что я не готовился к экзаменам. Жаль, что я не подготовился. Но заметили, что в русском есть такая путаница. В русском жаль, что я не готовился. А в английском I wish I had studied harder. В русском появляется слово «я не готовился», а в английском нет этого отрицания. Если перевести со словом «жаль», да, появляется эта путаница, но есть другие переводы. В комментариях, например, один человек перевел как «one second», я только что нашел. Или удалил человек?
удалил. Ладно. Жалею, что не усердно готовился. В общем, вы все правильно перевели. Вы все правильно. Вот, хороший перевод. От Milky's. Лучше бы я готовился. Лучше бы я готовился лучше к экзаменам. Если буквально, все верно, Milky. Если буквально, я с вами абсолютно согласен. Но я жалею, что я не готовился. Все верно. Как вы заметили, многие из вас, почти все из вас правильно перевели. Молодцы. Но это ни о чем не говорит пока. У нас еще есть несколько упражнений, поэтому проверим, насколько вы реально поняли. У нас будут разные контексты, проверим, насколько вы реально все поняли. Теперь четвертый, the fourth question, контекст, четвертый контекст. Идемте дальше. Вы узнаете, что вчера вечером ваши друзья сходили в ресторан, куда вы давно хотели попасть. Вы не смогли пойти, потому что задержались на работе, и теперь очень жалеете. Какое из этих предложений лучше всего подходит в данном контексте? In this context. Ждем. Waiting. Пишем. Write your answers. Еще пару секунд. Я не хочу долго вас сегодня держать. У нас много всего сегодня нужно пройти, поэтому пишем. Write your answers in the comment section. Okay, еще 10 секунд. 10 more seconds. 10 more seconds. Okay, the correct answer. Многие из вас правильно написали. Правильный ответ. I wish I had left the office earlier yesterday. Есть те, кто выбрали второй вариант. I wish I left the office earlier yesterday. Неправильно грамматически. It's not correct grammatically. Потому что в английском, in English, я напоминаю, когда у нас идет I wish плюс left это past simple. В этом случае речь идет либо о сейчас, настоящий, right now, about now, or possibly the future, или о будущем. Нужно просто контекст. Но когда мы хотим говорить про прошлое, would say, I wish I had left. Нужно уже past perfect. Да, все верно, потому что речь идет о прошлом. Поэтому had left. Вот, все верно. Но я хотел бы вопрос задавать еще к этому предложению. А как вы бы перевели, если помните мое объяснение в начале, как вы бы перевели третье предложение? I wish to leave the office. Даже неправильно. То есть, если без yesterday, представляем, что тут нет слова yesterday, как вы бы перевели третье предложение? I wish to leave the office earlier. Без слова yesterday. Я просто хочу проверить, насколько вы поняли все, что я в начале объяснил. I wish to leave the office earlier. Без yesterday. Да, точный перевод «я хочу». Вот Search Rescue написал «я хочу покинуть офис пораньше». Я хочу покинуть офис пораньше. В этом случае это я хочу, я сообщаю человеку о том, что я хочу делать. Это не, то есть тут нет акцента о том, что возможно или нет. Если бы я считаю, что сейчас нет возможности это сделать, я бы сказал, I wish I could leave the office earlier. В этом случае, в чем отличие между I wish to leave the office earlier?
Вот вопрос для вас. В чем отличие между I wish to leave the office earlier и I wish I could leave the office earlier? Между этими предложениями, как вы думаете, в чем отличие? What's the difference? I wish to leave the office earlier и I wish I could leave. Если заметили, тут у нас past simple. Could — это past simple. Как раз wish плюс past simple. А тут I wish to. Об этом говорил в начале. That is correct. Все верно. Пишет человек в чате. Search rescue. Разница в том, что есть и нет возможность покинуть офис. Абсолютно верно. Есть или нет возможность пораньше покинуть офис. Если я подошел к боссу и ему говорю, я хочу сегодня пораньше выйти из офиса, в этом случае правильно будет I wish to leave the office earlier today. Потому что я не говорю о том, что невозможно. Я просто ему сообщаю о своем желании, что я собираюсь сейчас делать. Сегодня то есть по факту могли бы сказать I want to leave the office earlier today. Но чтобы вам было понятно, покажу вам короткие видео. А вот когда мы говорим I wish I could, в этом случае сразу носитель понимает, что вы не придете на вечеринку, вас не будет. I wish I could, сразу мы знаем, что вас не будет. Очень важно. Когда мы слышим I wish I could go, I wish I could come, I wish I could call, мы сразу знаем, что у вас не получится. Вот важное отличие между этими предложениями. И очень важно это запомнить. Я хочу вам кое-что показать. Но сначала, насколько это понятно пока? Если более-менее стал более-менее понятнее, пожалуйста, дайте знать в комментариях. Сейчас будет у нас интересный пример. I have some examples to show. Насколько это понятно? Before we go further, до того, как мы пойдем дальше с вами, хочу знать, стало ли более-менее понятно? Is it more or less clearer? Okay, perfect. Я просто хотел показать отличие между I wish to и I wish I could, например, с past simple. That's what I want to show you guys now. Okay, есть те, кому еще непонятно. В конце можно вопрос задавать, конечно. It is clear. Perfect. So let's look at some examples here. Это сайт называется Youglish. И, кстати, на нашем, когда я обучаю студентам, мы регулярно этот сайт используем в поиске контекста для понимания грамматики. Отличный сайт. It's a perfect site для того, чтобы искать контекст изучения слова, контекст использования слова, грамматику в контексте. Сайт отлично подходит. Youglish. И в нашем случае мы хотим писать, мы пишем I wish to. Вот, я хочу посмотреть на YouTube, в каких видео использовали выражение или фразу I wish to. Let's click. And I wish to take this. 1 second. Да, запись вебинара будет. Я хочу понять, слышно ли вам, сейчас еще включаю. To send my regards to all those who are taking part in the Gashka Awards this year. Слышно ли вам звук? Please let me know. Слышно ли вам или нет? Я просто не знаю, слышно ли вам или нет. Если нет, я могу что-то делать, наверное. Да, слышно. Perfect. Okay, so я писал wish to. На YouTube есть более почти 9,000 видео с этой фразой. So let's listen. 1 second. Я ищу понятный контекст для всех. I wish to thank our panelists. Он сказал, I wish to thank our panelists. I wish to thank. Тут идет сразу инфинитив. I wish to thank. Что означает? Я хочу поблагодарить наших
Panelist — это когда есть дебат, те, кто сидят и принимают решения, the panelist. Или если обсуждение, те, кто участвуют в обсуждении, the panelist. I wish to thank — я хочу поблагодарить наш panelist. Let's see another video. I wish to express my gratitude. I wish to express my gratitude. Что означает? Я хочу выразить свою благодарность. I wish to express my gratitude. В этом случае это просто, он мог бы сказать I want to express my gratitude. Wish, want, нет отличия в этом случае. Но давайте немножко поменяем this phrase. Уже не wish to, I wish I, let's say, I wish I had, let's say had. Takže поищем реальный Purposes. I wish I'd get real context. Let's go back. back and say, Let's go back a little bit. important. I don't think anybody, from the perspective of eternity, will look back and say, I wish I had. Тут не совсем понятный контекст. One second. In college, I wish Now, let's read. I wish I had learned about compounding interest in college. Вопрос к вам. Это предложение относится к прошедшему или к настоящему времени? Is it related to the present or to the past? Present or past? Ждем. The past, of course. Конечно, the past, of course. I wish I had learned about compounding interest. Речь идет о прошлом. Если нажимаем на... Тут есть возможность перевести. Нажимаю на translate. Let's see what we have. Translate. Надеюсь, да, сейчас вам будет видно. Есть перевод. Я нажал на кнопку ниже там и сразу перешли на Microsoft Translator. И вот перевод to Russian. Жаль, что я не узнал о сложных процентах раньше. Речь, я ничего не добавил, просто нажал на кнопку и сразу перешли на переводчик. Жаль, что я не узнал о сложных процентах раньше. Сразу речь понятно, что идет о прошлом. It's all about the past. Возьмем еще предложение. Давайте поищем еще пару предложений. A couple more examples. And I wish I had more time to... And I wish I had more time to talk. Это предложение относится к прошедшему или к настоящему. I wish I had more time to talk. The present or the past. Я не сам выбираю, просто нажимаю, и сайт показывает нам примеры. Отличный сайт, я настоятельно рекомендую. К прошедшему или к настоящему. The past or the present. Вот тут обычно появляется путаница. Let's check. Я нажимаю также на Let's see the translator. I'm going to click on that as well. Now in Russian, let's see. Все верно привели, Лина. Все верно. Я бы хотел, чтобы у меня было больше времени, чтобы поговорить. В русском это предложение, когда вы с кем-то разговариваете, в каком контексте обычно можно использовать? В настоящем или в прошлом? Когда речь идет о настоящем или о прошлом? Вот перевод на русский язык. Как носитель русского языка. Тут речь идет о прошлом или о настоящем. In Russian, of course. В русском языке. In Russian, of course. I wish I had more time. I wish I had more time. I wish I had more time to talk. Of course, the present. Of course, the present. Of course, the present. Let's go back here. Let's go back here just a second. Я хочу вам кое-что еще показать с этим глаголом had как раз.
То есть, I could say, могу сказать, I wish I had more time to spend with my kids. И I wish I had more time to spend with my kids. Смотрите на эти предложения. I wish I had more time to spend with my kids. Когда мы говорим I wish I had more time to spend with my kids, в английском означает, что у меня нет времени, чтобы провести с детьми. Я жалею, что у меня мало времени, не хватает времени, чтобы с детьми провести время. I wish I had. То есть жаль, что у меня нет времени, чтобы с детьми поиграть, например. А ниже, I wish I had more time, это уже когда все упущено, нет возможности, уже все дети, конечно, можно 2 раза had. Не для, еще раз, не для начинающих, не для, если ваш уровень А1, вы еще привыкаете к тому, что есть у нас had. Но можно еще сказать had. Okay? Еще можно сказать had. Очень важно. Не для А1, А2, конечно. Но нужно знать, что так можно. I wish I had. Это же past perfect. Первый had – это вспомогательный глагол. Второй had – это наш смысловой глагол. Вот, в этом случае речь идет о present, the noun. В этом случае речь уже идет о прошлом, the past. Вот и все отличия. Это неустойчивая фраза, это просто грамматика. I wish I had more time to spend with my kids. То есть жаль, что у меня не было достаточно времени с детьми. Жаль, что у меня не было. А тут жаль, что у меня нет. Жаль, что у меня не было. Жаль, что у меня нет. К настоящему и к прошедшему. Okay, so let's practice more. Let's practice more. I have a couple more questions. Теперь идемте к пятому контексту, the fifth context. Я уверен, что до конца этого вебинара мы пройдем все вопросы, все станет намного понятнее. You'll understand it much better. Let's go further. А вы готовы продолжать с тестом? Кто готов продолжать? Я просто вижу, вы еще пишете про прошлые предложения. Да, это past не для начинающих, как уже сказал, поэтому если кто впервые видит had. Да, можно сказать had. Да, все верно. Окей. Какой это уровень? Wish – это уровень B1, B2, то есть вы уже знаете, что такое past perfect. А когда у вас A1, A2, вы еще не прошли тему past perfect. Поэтому wish – это, скорее всего, уровень для B1 и выше, потому что на этом уровне вы уже точно прошли уже past perfect. Окей, пятый контекст, the fifth context, читаем. Сегодня дождь. Очень важно. Сегодня дождь. И вы собирались пойти на прогулку с друзьями. Вы жалуетесь на погоду и хотите выразить, что хотели бы, чтобы было иначе. То есть сейчас идет дождь, и вам это не нравится. То есть жаль, что идет дождь. Или хотелось бы, чтобы не было дождя сегодня. Какой из этих предложений лучше всего подходит в таком контексте? Пишем цифру в комментариях. Пишем цифры в комментариях. Пишем цифры в комментариях. Write a number in the chat. Ждем. The webinar will have 5 more questions. Час 30, то есть еще минут 30. Вебинар длится час 30. An hour, 30 minutes. Окей. Все уже написали. Правильный ответ. Многие из вас написали второй. I wish it wasn't raining. I wish it wasn't. Как раз у нас идет wish плюс past simple. Что означает, речь идет о настоящем. То есть
Жаль, что идет дождь. I wish it wasn't raining. Многие из вас выбрали первый. У нас нет такого. I wish it isn't raining. We don't have, мы не используем wish с present simple. Wish обычно с past simple и past perfect. И третий. Есть те, кто выбрали третий. И интересно, почему выбрали они третий. В каком случае, вопрос к вам, в каком случае могли бы использовать I wish it hadn't rained? Представьте, что дождь шел, и дождь уже закончился. Но последствия дождя еще видно. Например, из-за того, что шел дождь, вам нельзя сейчас пойти в парк, посадить на газон, потому что все мокро. В этом случае дождь уже шел, закончился. Вы как бы говорите, жаль, что сегодня шел дождь. Нельзя мне сидеть на газоне, потому что мокрый. То есть уже не идет дождь. Тогда могли бы сказать, I wish it hadn't rained today. А it wasn't raining означает сейчас. Прямо сейчас идет дождь. Прямо сейчас идет дождь. На всякий случай пишу сюда. So I can say, I wish it hadn't rained. Например, yesterday. Или last night, ночь, прошлой ночь. I wish it hadn't rained last night. И I wish it wasn't raining. В этом случае дождь уже шел и закончился. Даже без last night мы сразу понимаем, что дождь, когда носитель слышит I wish it hadn't rained, мы сразу понимаем, что дождь уже шел и закончился. Когда мы слышим I wish it wasn't raining, мы сразу понимаем, что дождь идет сейчас, и тебе это не нравится. То есть очень важно запомнить, в одном случае все уже закончилось, уже в прошлом, с этим ничего не поделаешь, уже все в прошлом. А тут все в настоящем, да, с этим тоже ничего не поделаешь, просто жалуешься, но все еще в настоящем. All in the present. Окей, идемте дальше быстро. Let's go further. Let's go further. Let's go further. Читаю ваши комментарии. Let's see. Немножко прочитай комментарии. Да, Джулия все написал. Если он помешал чему-то, то третий. Все верно. Все верно. Все верно. I'm not sure I fully understand your question. Notics? I'm not sure I get the question. Почему wasn't? Хороший вопрос. Я добавлю. Тут мы видим уже не past simple, а past continuous. То есть wish можем использовать past simple и past continuous. Но в этих случаях речь не идет о прошлом. Wasn't raining – это past continuous. Но очень важно, не о прошлом. Когда о прошлом, нам уже нужно past perfect. А тут уже past perfect. Wasn't или was – это для past continuous. Вдруг кто-то не знал или не знает. Окей. Возьмем шестое предложение. The sixth sentence. Вы случайно отправили электронное письмо клиенту с ошибкой. Письмо уже ушло, и теперь вы сильно жалеете о том, что сделали. Какое из этих предложений вы могли бы использовать в таком контексте? Write your response or responses in the comments. I wish to not send that email. I wish I did not send that email. I wish I hadn't sent that email. Let's see. Вы только что присоединились. Посмотрите запись потом. Вопрос от Ханадин. Смотрите запись потом, вам будет понятно. Wish не только про хотеть, как бы want. Wish используем в разных случаях, in different contexts. Окей, написал уже, конечно, вы практически без ошибок
I wish I hadn't sent that email. Потому что речь идет о прошлом. Of course, we're talking about the past. То есть в русском, как вы бы перевели эту фразу? How would you translate this sentence? Это предложение. How would you translate this sentence to Russian? I wish I hadn't sent that email. Пишем в комментариях. Хотел бы я не отправить это письмо. That's great. Я жалею, что отправил сообщение. Жалею, что отправил письмо. Хотелось бы не отправить то письмо. Сожалею, что отправил письмо. That is correct. That is absolutely correct. Абсолютно правильно. No mistake at all. Вы все отлично. Лучше бы, вот еще хороший перевод. Лучше бы я не отправлял. Еще хороший перевод. Лучше бы я не отправлял. I wish I hadn't sent that email. Или я сожалею, что я отправил. I wish I hadn't sent that email. На всякий случай я рекомендую читать в комментариях. Многие правильно так отлично переводят. Я тоже проверяю и даю комментарии. Отличные переводы в комментариях. In the comments. Обязательно читайте то, что пишут другие участники. И я бы хотел показать вам еще контекст. Давайте перейдем сюда. Покажу вам more context. Let's go down here. Let's say, I wish I hadn't sent. Я писал фразу I wish I hadn't sent. Получилось 2 видео. Как раз наш пример. Как раз прямо один в один наш пример. Let's listen. Dear, I wish I hadn't sent that email. I wish I hadn't sent that email. Что получается? Let's translate and see. Жаль, что я отправил. Вот вы молодцы, ребята, вы все правильно перевести. Жаль, что я отправил это письмо. I wish I hadn't sent that email. Возьмем еще один пример. One more example. Let's listen. Almost wish you hadn't sent O'Neill. I almost wish you hadn't. Заметьте, тут уже поменяется местоимение. Я сожалею, что вы... То есть можно менять местоимением. Это вполне возможно. I almost wish you hadn't sent O'Neill away. Now let's translate that and see as well. Нажимаю на translate. Сразу. Я почти жалею, что ты прогнал. Уже сделано. Я жалею, что ты это сделал. Ты прогнал O'Neill'а. I almost wish you hadn't sent O'Neill away. Okay. Let's say one more. Let's go back to our presentation because of our time. Let's go back here. Насколько пока понятно? У нас уже 6 контекста, осталось 4. Насколько пока понятно? Дайте знать в комментариях. Реакция, все пока понятно. Плюсик, anything at all, just let me know that. Чтобы я знал, что вы еще тут со мной. You still here with me. Теперь понятно пишет. Окей. Если еще есть сомнения, не переживайте. У нас сейчас осталось 4 контекста. Я готовился для вас, чтобы вам было максимально понятно. Поэтому не переживайте. Okay, let's go further. Let's go further. Вопрос. Непонятно все-таки, почему добавляется отрицание в контексте. Это вопрос, который касается вашего желания, чтобы английский был как русский язык, или русский язык стал английским. Это такой странный вопрос на самом деле. Это же английский, это же русский язык. Это такой, если я говорю, зачем вам нужно окончание? Зачем нужно, почему не просто, как я сказал в комментарии, boy или boy, зачем нужно мальчик, мальчика, мальчиков, мальчиками, мальчиках и так далее.
Такой же вопрос, если вы так думаете об английском, потому что это английский. Это, так, конечно, мы как бы учимся, пытаемся понять с точки зрения русского языка, но желание, чтобы английский стал как у вас в русском языке, это очень такое интересное желание. It's English, and it's, вот вы так говорите в русском, мы так говорим на английском. We just have to accept this fact. Я показал вам, что можно по-разному перевести одно предложение в русском языке. Вот, например, I wish I hadn't sent that email. В русском можно сказать, лучше бы я не отправил, уже с отрицанием, или жаль, что я отправил. Смысл одинаковый вроде. Они говорят об одном и том же, но одним предложением с отрицанием, второй без отрицания. А почему? Вопрос к вам, носители русского языка. А в английском у нас только один вариант. I wish I hadn't sent. То есть путаница. Это по факту в русском, потому что вы можете и с отрицанием, и без отрицания. Вот почему у вас получается сложно, потому что вы ожидаете, что английский должен быть как русский язык. In Russian, we have two ways to translate that. I hope. Это другой язык, of course. It's a different language. You should accept that fact. Но еще раз, нужно знать, что можно двумя способами перевести это предложение. С отрицанием и без отрицания. Идемте дальше. Седьмой контекст. Before we go on, okay, я хотел немножко разбавить материал, поэтому сейчас у нас будет уже, мы уже с вами посмотрели короткие видео на YouTube, уже видели контексты, сейчас у нас будут уже новостные заголовки. News headlines. News headlines. That's what we're going to have now. Ваша задача читать заголовку и отвечайте на вопрос ниже and answer the question below. That's the only task that you have. Но сначала, для тех, кто еще путает, я не хочу, чтобы кто-то ушел из вебинара без, то есть, с этим путаницы. Те, кто поняли, я бы хотел, чтобы вы написали в комментариях двумя, то есть два перевода, возможные перевода этого предложения. Лучше писать в одном, то есть один текст одновременно. То есть первый перевод и второй, чтобы те, кто еще на уровень 1 и 2, могли бы для себя видеть, как бы визуально, как сказать, сопоставлять в голове возможный перевод. Два возможных перевода одного предложения в русском языке. Тогда будет всем максимально понятно. Вот. Кому не было понятно, сейчас читайте. Я жалею, что отправил сообщение. И лучше бы я не отправил сообщение. Заметили, что в одном с отрицанием, во втором без отрицания. Спасибо всем за участие. Perfect. Тогда читайте, пожалуйста, если вам еще непонятно эти комментарии. Как раз носители русского языка вам пишет. So, седьмой, the seventh exercise. Читаем заголовку. I think I'm disrupting this. Oh, not that, sorry. This, let me move that down. Yep. Вот заголовка. Написано, I wish I had known more about alcohol when I started drinking. Что означает этот заголовок? I wish I had known more about alcohol when I started drinking. Пишем цифры в комментарии. Write your numbers or your chosen number in the comment section. In the comment section. Спасибо, ребята, вы такие активные. Здорово. Okay. In the comment section. Пишем, еще 5 секунд. 5 more seconds.
5 more seconds. Okay. Okie-dokie. Okay. Молодец, ребята. Нет ни одной ошибки. Not a single mistake. Даже малейший, not a single mistake. I lost a letter. Let's see. Okay. Мягкий знак, I'm guessing. That's the letter. Да, спасибо, я не заметил. Спасибо за исправление. Конечно, правильный ответ. The correct answer is автор сожалеет, что мало знал про алкоголь, когда он начал пить. Мало знал, когда он начал пить. Отлично, ребята. Теперь вопрос к вам. Дополнительный вопрос. Я бы хотел также использовать слово no. Слушайте мое предложение. Представьте ситуацию. К тебе подошел человек и спрашивает, знаете ли вы, например, он решает задачу по экзамену, и спрашивает, знаете ли вы ответ на этот вопрос? Он показывает лист, например, и вы смотрите, жаль, не знаю, или хотелось бы я тоже знать. То есть речь не идет о прошлом. How would you say that со словом wish? I wish и дальше. Как вы бы об этом? Представьте, я пытался описывать ситуацию, как бы не полностью, чтобы не сказать ответ, но ситуация, вы смотрите на вопрос от человека, на его экзаменационный лист. Окей, сейчас будет исправление. Очень важно, пишите свой вариант. Я проверяю и буду выбирать несколько вариантов и объясню. Я пишу сюда то, что я вижу в чате. Один человек писал, I wish to know the answer. Второй писал, I wish I knew the answer. Кто еще пишет? Третий, I wish I had known. Я вижу the answer. Okay. Let's see. Окей, сейчас объясню. Но давайте представьте контекст, который я уже объяснил. И вопрос к вам. В этом контексте вы стоите с человеком, он показывает вам задачу, которую сам не может решить, и просит помощь. Речь идет о настоящем или о прошлом? Are we talking about the present or about the past? The present or the past? Вопрос к вам. The present or the past? Молодец. We're talking... Если вы стоите с человеком, он показывает вам задачу. О каком прошлом? Конечно, о настоящем. About the present. Человек стоит с вами рядом. Даже в русском вам тоже... Человек стоит с вами рядом, показывает задачу, и вы говорите, ой, как написал человек, один человек написал, я бы хотел узнать ответ. То есть я сам тоже не знаю, хотелось бы я тоже узнать ответ. В этом случае речь идет о настоящем. Мы обсуждаем в данный момент, не о прошлом. Поэтому в нашем случае правильный ответ. I wish I knew the answer. I wish I knew the answer. Как раз мы это и скажем, когда подошел человек и спросил, а вы знаете, например, где живет Джерри? Oh, I wish I knew. I wish I knew. Как бы я тоже бы хотел знать, я сам не знаю, или жаль, что не знаю, если по-разному можно перевести. Но речь идет о настоящем. Но когда, например, экзамен уже прошел, например, let's say, экзамен уже прошел, и вы вышли из зала, взяли с собой ваши материалы, и вы говорите, I wish I had known the answers, например, to those questions, to the last question, the answer to the last question.
then I would have passed. То есть, знал бы я ответ на последний вопрос, я бы точно сдал экзамен. В этом случае речь уже идет о прошлом. Экзамен уже прошел, я уже вышел из зала, уже ничего поделать невозможно. Уже речь идет о прошлом. I wish I knew the answer. Речь идет о настоящем. I wish I had known the answer. Речь уже идет о прошлом. The present and the past. Чтобы сэкономить время, let's go on. Теперь восьмой контекст. Также заголовка, a headline. I wish I had never met him. Нам интересно именно первая часть. I wish I had never met him. Что автор хочет сказать этим предложением? Пишем in the comment section. In the comment section. I wish I had never met him. Отличный перевод, Джулия. Молодец. Well done. Джулия Краснова. Есть путаница тут. Многие выбирают. Сейчас объясню. Окей. Правильный ответ. Сейчас объясню. The correct answer is... Жалеть. One second. No, my bad. Я неправильно видел. The correct answer. I wish никогда не... I wish... Жалею, что когда-либо встретил. I wish I had never. Я видел неправильный ответ. My bad. I'm gonna change that color. The correct answer is the first one. My bad. Как я быстро это сделал и пропустил. The first is the correct answer. Он жалеет, что когда-либо встретил этого человека. I wish I had never met him. Он жалеет, что он когда-либо встретил такого или этого человека. Да, я почему-то выбрал второй. My bad. Технический процесс создания, I made that mistake. I wish I had never означает, я жалею, что я когда-либо тебя встретил. То есть, для понимания, let's go here. Если мы скажем, I wish I had met you earlier. I wish I had never met you earlier, например. Вот два предложения очень похожи в одном отрицании, во втором нет отрицания. I wish I had met you earlier. Например, вот вы говорите, наконец-то я нашел учителя. Джерри такой хороший учитель. И говорите, жаль, что я тебя раньше не встретил. Или лучше бы, хотелось бы тебе раньше встретить. В таком случае, would say, I wish I had met you earlier. Жаль, что я тебя раньше не встретил. Хотелось бы я тебя раньше встретить. I wish I had met you earlier. Но в этом случае вы познакомились с человеком, из-за него ваша жизнь разрушена сейчас. Вы приняли плохие решения с этим человеком, вы сейчас сожалеете об этой встрече с этим человеком. I wish I had never met you earlier. Для носителя русского языка вопрос к вам, как вы бы перевели эти предложения? The two sentences. Пишем сразу в одном ответе, чтобы было видно, кто пишет. Сразу в одном. Как носитель русского языка, how would you translate this? Чтобы было похоже на английскую версию для начинающих, чтобы им было понятно. Let's see.
жалею, что не встретил тебя раньше. Это про первый. Жалею, что не встретил тебя раньше. И второй, let's see. Я бы хотел никогда тебя не встретить. Окей, можно так привести. Или еще есть... Да-да-да, вопрос от Chillvart. Chillvart, можно сказать, I wish I hadn't met you, конечно. Будет легче так, I wish I hadn't. Или I had never, можно и так, I had never. Never, hadn't, по факту смысл одинаковый. Пишет Рафара. Жаль, что я не встретил тебя раньше. Это про первый. И лучше бы я не встретил бы тебя никогда. Уже про второй. That is correct. That is correct. That is correct. Молодцы, ребята. Let's go on. To save, я обещал час 30, поэтому идемте к 9-му. The 9th sentence. 9-я заголовка. Michael Sarah, или Sierra, пишет, I wish I was Bill Murray. I wish I was Bill Murray. Какой из этих переводов в русском языке лучше всего передает смысл этой фразы, this phrase? Пишем цифры в комментарии. Write your number in the chat. Ждем. Of course. Молодцы, ребята. Многие из вас правильно написали. The correct answer is the first. Майкл Сара сожалеет, что он не Билл Мюррей и хотел бы быть им. I wish I was означает жаль, что я не являюсь этим человеком. Или хотелось я бы быть этим человеком. То есть сожалеем о том, кем мы не являемся. Чтобы было максимально понятно, давайте посмотрим такие примеры. Для всем будет понятно. Let's say, I wish I was rich. Означает, у меня нет денег. И мне жаль, мне это не нравится, но делать ничего не могу сейчас. I wish I was rich. Жаль, что я не богат. Хотелось я бы быть богатым. I wish I was rich. Или I wish I was, I don't know. I wish I was the president. I wish I was the president. Как написано? Хотел бы я быть богатым, хотел бы я быть президентом. Или, конечно, можно и сказать в русском языке, жаль, что я не являюсь президентом. Или жаль, что я не богатый. Можно двумя способами перевести, и все будет понятно. And one more. I wish I, или I wish he was my father. А как вы бы перевели эту фразу? I wish he was my father. Это дополнительная практика. I wish he was my father. I wish he was my father. Мне хотелось, чтобы он был моим отцом. Заметили was, но в вашем переводе не о прошлом. Речь идет... Сейчас я смотрю на мужика, на мужчину, он такой образованный, хороший, с детьми. И я думаю, I wish he was my father.
То есть хотелось я, чтобы был мой отцом. Или жаль, что он не мой отец. Так тоже можно перевести. Теперь для практики, для вас. Думайте о своей жизни. Что вам сейчас не нравится? Это очень хорошо, чтобы грамматика была что-то личное. И думайте, и пишите в комментариях. Я проверю и дам комментарий, пару предложений. I wish I... И что-то. Например, I wish I was thinner. I wish I was, I don't know, fluent in English. I wish I was. Любое предложение про себя сейчас со словом wish, with the word wish. Не обязательно was, можно и had, можно и knew, like different verbs. Чтобы было что-то личное, something personal. It's a great way to personalize grammar. I wish I was a player. Okay. I wish I knew English very well. That's a good one. I wish I was smarter. Perfect. Emilka, perfect. I wish I knew English grammar better. I wish I could fly to Russia. That's a nice one. I wish I was fluent. Perfect. Perfect. I wish I knew English better. Отличный пример. И все пока про английский. Можно еще выбрать другую часть жизни, чтобы еще расширять. I wish I was in a different country. Perfect. I wish I was in a different. I wish I lived. Okay, perfect. I wish I lived in the US. Ulipka, perfect. I wish I lived in a warm country. Perfect. I wish I was in school. I wish people were always young. Perfect. Во всех ваших примерах речь вообще не идет о прошлом. Речь идет о настоящем. About the present. Теперь давайте уже думать о прошлом. Я хочу, чтобы вы показали сожаление о том, что уже в прошлом. Не обязательно сожаление, но мы говорим о прошлом. Например, в моем случае I could say, I wish I had, let's say, bought a car 4 years ago. Теперь в России машины очень дорогие. Из-за, вы понимаете, санкций. I wish I had bought a car 4 years ago. Сейчас уже такие дорогие. Речь, я уже показываю свое сожаление о прошлом. So write your sentence, пишем свои примеры, но уже о прошлом. About the past. Ваши прошлых сожалениях. Search, I wish I had never said, не say, I said. I wish I had never said that. I wish I hadn't said it. I wish I had junk food. I wish I had studied math harder. That's a good one. I wish I had started my business. That's a good one. The mirror, that's a good one. I wish I had traveled more. Perfect. Svetlana, that's really good. I wish I spoke. I wish I had kissed that boy. That's a nice one. I wish I had learned back-end development. Perfect. I wish I had met your channel earlier. Oh, that's really nice. I wish I had learned English at school. That's really cool. I wish I had pet the cats past summer. Okay, that's nice. I wish I had never watched. Really? Lena, is that for real? Are you serious about it? I wish I had never learned. No, that's not correct. I wish I had sold my apartment. То есть хотелось бы я, или жаль, что я не продал свой апартамент. Perfect, perfect. Молодцы, ребята. Вот как это работает. Wish плюс past simple, мы говорим о настоящем. Wish плюс past perfect, мы говорим о прошлом. Все довольно просто. Все довольно просто. I wish I had another life. That's possible. I wish I'd arrived by land. Okay. That's great. Okay, now the last exercise, 10-е предложение, сейчас нам нужно просто писать. Мы просто пишем. I wish to escape
Как вы бы перевели просто часть I wish to escape? I wish to escape. I wish to escape. Write your... It has the wrong name. That's weird. Super weird. Okay, I'm going to change that later. I wish to escape. Of course, я хочу сбежать. That's the best translation of that sentence. Я хочу сбежать. Еще раз для закрепления. Для закрепления. Would say. То есть хочу сказать, например, возьмем выражение buy a car. Buy a car. Купить машину. I can say, I wish to buy a car. Тут я хочу купить машину. Я могу эту фразу использовать, когда я пришел, например, в магазин, где продают автосалон. Я говорю, I wish to buy a car. Означает, я хочу купить машину. Это не про сожаление. I wish I could buy a car. Тут у меня нет денег. Хотелось я бы, конечно, купить машину, нет денег. Хотелось бы я, конечно, иметь свою машину, нет денег. I wish I could buy a car. I wish I had bought a car означает, что жаль, что я не купил, была возможность, но я пропустил. Жаль, что я не слушал жену, не купил машину, когда она мне говорила, нужно купить. I wish I had bought a car. То есть в одном случае я хочу это сделать. Во втором я бы хотел это сделать, но не могу, нет возможности. А тут жаль, что я не сделал это. Уже о прошлом. All about the past. All about the past. Я знаю, что, конечно, мы практиковали с вами, но, как обычно, было бы еще лучше, чтобы вы могли продолжать заниматься. У нас не хватает времени, к сожалению. Но эту тему мы еще подробно разберем с студентами на нашем курсе, который будет в феврале. Через 5 дней, 9 февраля начинаем наш курс. И мы подробно, у нас будет 2 урока по этой теме с многими практическими упражнениями, с аудио, с видео, с заголовками, a lot of practical exercises, чтобы всем было все максимально понятно. Те, кто уже приобрели курс, я вас жду, мы продолжим с вами в понедельник, on Monday. Те, кто еще не с нами, напоминаю, что запись идет еще 4 дня. Успевайте занять свое место. Есть ли вопрос, насколько пока понятно все, что мы с вами проходили сегодня? Дайте реакцию в комментарии. Leave your reactions in the comments. Насколько вам все понятно? Leave your comments in the section. Я читаю, reading your comment. Очень понравился вебинар. Perfect. Рад слышать. Для тех, кто хотят продолжение, чтобы не просто на этом все закончился, у нас курс начинается в феврале, 9 февраля, это уже через 5 дней. Длится у нас 5 недель. Это полное погружение в разговорный английский. Учим как носитель, как мы используем грамматику в контексте. У нас с вами будут вебинары минимум 2 раза в неделю. Если тариф стандарт, еще с разговорным клубом для практики. Супер интенсивный курс. Если у вас нет времени, будет сложно, потому что курс довольно интенсивный. И вот какой у нас план на курсе. On Monday, в понедельник, у нас урок на платформе. У нас есть интерактивная платформа, где проходит обучение. И на платформе урок открывается, чтобы вы могли спокойно в свое время смотреть все уроки в записи. Но помимо этого у нас идет живые вебинары, где вы со мной общаетесь. Уже в Zoom, то есть у всех видео, аудио, можно устно вопросы задавать. Мы общаемся, то есть друг с другом. В понедельник, во вторник у нас разговорный клуб в мини-группах для тарифа стандарт.
В среду у нас еще уроки на платформе в записи. Можно в любое время смотреть и много практических упражнений для закрепления материала. И в четверг разговорный клуб, и в пятницу еще урок и вебинар. То есть у вас будет английский каждый божий день. 5 недель. Представьте такое погружение. Это то, что реально дает результат. Погружение в английский язык. У нас уроки проходят и в Zoom, и на AdVibe, это наша интерактивная платформа, и в Telegram-канал. Тут мы общаемся, тут у нас все материалы для обучения, и тут мы с вами общаемся на разговорных клубах и еще на вебинарах. Я настоятельно рекомендую, если вы хотите улучшить ваш английский в начале этого года, вы хотите погрузиться полностью в разговорный английский, у вас будет личный наставник, это носитель, который будет с вами лично на нашей платформе работать, лично с вами. Помимо этого, еще разговорные клубы, еще вебинары, еще уроки в записи, столько всего. И все наши студенты после окончания пятинедельного марафона, курса, у нас еще идет 2-недельный интенсив. То есть обучение по факту длится 7 недель. Представляете? 7 недель полное погружение, интенсивное обучение английского языка. Я так и учил русский язык. Интенсивно погружение я таким же образом обучаю своим студентам на моем курсе. Я буду рад вас всех видеть на курсе. Чтобы для тех, кто хотят присоединиться, я отправлю информацию в чат сюда, прямо на YouTube. Можно, на сайте есть вся информация, можно оплатить in rubles or in... То есть нет, у нас есть разный способ оплаты. Let's say, я пишу сюда to fluency, let's say here. Это для тех, кто хотят оплатить в in rubles, можно это делать here. А для оплаты in USD, like USD, euros or в других валютах, можно на этом сайте. Или PayPal, можно на этом сайте. Я буду рад вас всех видеть на курсе. Будет супер интенсивно, полезно. Вы сами начнете видеть, как ваш английский становится лучше. Потому что без грамматики сложно говорить правильно, говорить уверенно. Как раз наш марафон для вас. Если есть вопрос про обучение или про материал, который мы только что с вами проходили, можно писать еще 5 минут. Дам на вопросы, и мы завершим. Let's see. Читаю ваши комментарии. А сколько стоит запросы на курс? Можно ли записать? Если нет 18, курс по факту для взрослых, я всегда говорю, наш курс не для детей, это для взрослых, но у нас есть один ребенок, Алиса, в нашем курсе, она активно занимается также. Вы, если у вас есть, вы сможете сидеть за компьютером, заниматься на вебинарах, разговорных клубах, у вас это привычно, вы, конечно, можете присоединиться, но курс для взрослых, not for kids. Let's see. Какие еще вопросы? Для новичков у нас на курсе есть 2 уровня. Есть начинающий и есть продвинутый. Если у вас начинающий уровень, вам нужно прийти на уровень А1, А2. На сайте все подробно написано. А B1, B2 уже для продвинутых. Let's see. You don't have Zoom. Вам нужно будет Zoom. Лиса, все наши встречи мы проводим в Zoom. Просто скачивайте в телефоне или на ноутбуке. Нажимайте на ссылку в нашем чате, переходите и участвуйте в встрече. Нужно Zoom для участия в курсе. Спасибо, Ирина. You are the very best. Thank you. Спасибо, Елена. Спасибо. Еще есть место. Да, Search Rescue есть место. Ссылка уже отправил в чат. Переходите по ссылке и присоединяйтесь. Буду рад вас видеть. Давайте закреплю. Буду рад вас видеть на курсе. Вот ссылка там. Какие еще вопросы есть? How many courses do I have in total?
I have 3 courses, 2 grammar. У меня есть 3 курса, 2 курса по грамматике и 1 курс по фразовым глаголам. Они все длятся 5-6 недель. Каждый курс длится 5-6 недель. И мы проводим их 2 раза в год, не больше. То есть этот курс, который сейчас мы проводим, следующий поток будет только где-то ближе к осени. Только 2 раза в год проводим наши курсы. Какие еще вопросы? Когда будет следующий поток? Следующий поток другого курса будет у нас где-то в апреле. А именно поток этого курса, где будет эта тема про wish, будет только ближе к осени. Closer to autumn. Вопрос от Notix. Let's see. А2 стандарт у нас, они быстро разобрали место на стандарт А2, А1. У нас осталось место только на стандарт B1, B2 и на light. На стандарт уже нет места для А1, А2, к сожалению. Разница во времени с Питером. У нас студенты из разных уголков, like very different parts of the world, и все успевают присоединиться. У нас разговорные клубы проводим утром и вечером, вебинары все записываем на всякий случай, поэтому у вас точно будет возможность присоединиться. Занятия. У нас есть 3 типа занятий. Это уроки в записи, это вебинары и это разговорный клуб для тарифа стандарт. Занятия в записи, они на платформе открываются, можно в любое время заниматься. Они обычно в 10 утра открываются. Вебинары проводим в понедельник, иногда в среду и в пятницу. И проводим обычно вечером. У нас вебинар длится 2 часа, с 18 до 20 вечера. 2 hours. В понедельник, в среду и в пятницу. Иногда выбираем между средой и пятницей. А разговорные клубы для тарифа стандарт проводим во вторник и в четверг. Во вторник есть у нас утреннее время и вечернее время. Также в четверг есть утреннее время и вечернее время. То есть у нас есть место, время для всех. У нас есть почти 8 разных или 6-7 разных групп. То есть все могут найти удобное для себя время.